Есть такая статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Называется «Незаконная рубка лесных насаждений». Читаем. Незаконная рубка равна повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, наказываются, соответственно, штрафами в разных размерах. Незаконная рубка равна повреждению до степени прекращения. Группа лиц, либо лицом с использованием служебного положения, либо в крупном размере, соответственно, наказывается тоже большими штрафами. Ух ты, до 1 500 000 рублей. Либо принудительными работами. Ну и так далее. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, группа лиц по предварительному сговору или организованной группой наказываются и так далее. Смотрите, какая ситуация. Вы все бываете в лесу. Вы любите шашлыки. И то, что вы делаете, как здорово живешь, собираете какие-то стволы, потом из них делаете костер, ветки. Может быть расценено как статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений. Она относится не только к лесу, а к остальным другим лесным насаждениям. Я спрашивал у инспекторов комитета по лесу в горячем ключе, можно ли, например, трухлявые стволы в лесу пилить. Мне ответили четко и ясно. Если ствол не потерял связи с корнем, то есть, как обычно в лесу бывает, ствол падает и лежит на этом месте, вывернув с собой вместе комок земли и корень, но лежит, не оторвался. Вот в этом случае дерево не считается полностью погубленным, и его трогать нельзя. Только когда, если там будет какая-то экспертная оценка, или когда этот ствол окончательно сгниет и отделится от корня, вот тогда можно считать, что дерево полностью погибло. К сожалению, мои многие соседи занимались черной рубкой леса, то, что называется. Я знаю этих соседей, они говорили, что у них есть порубочный билет, но мне кажется, что это все лапша мне на уши. Многие соседи прямо говорили мне, что если я буду отслеживать их действия в лесу, то мне сожгут дом. И мне сожгли дом. Возможно, это сделали черные лесорубы. Смотрите, что еще важно. Есть закон о защите окружающей среды. В этом законе и в краевом законе прописаны параметры. Я на память примерно вспоминаю, что там написано. Там по сортам деревьев разобрано, какие можно, какие нельзя. Но если очень общо на память, на высоте 1 метра от уровня земли вы должны измерить по формуле, переведя периметр окружности ствола на высоте метра от земли, переведите в диаметр. Если я правильно помню, все, что больше 8 сантиметров в диаметре, уже пилить нельзя. То есть, если дерево определенный там есть разбор по сортам,
Ну, общее правило, насколько помню, такое. Если больше 8 сантиметров в диаметре, все. Уже без порубочного билета вы не можете это срубить. Но есть один момент. В городской среде, не в лесу, в городской среде деревья, которые имеют определенную ценность, должны учесть сотрудники муниципалитета, они должны быть в реестре. Если дерево не в реестре, значит оно не представляет особой ценности. Поэтому я вам очень рекомендую, не трогайте деревья, которые толстые. Если какое-то дерево молодое вам мешает или может потом мешать, то сводить его, когда оно еще тоненькое. Иначе оно вырастет до 8 сантиметров в диаметре, и все, его уже нельзя будет трогать. Более того, если дерево толстое и представляет опасность, напишите в муниципалитет о том, что это дерево, допустим, угрожает линиям электропередач, или линиям оптической связи, подвешенной на опорах, или сильно нависает над дорогой, мешает проезду транспорта. Не трогайте никогда деревья самостоятельно, потому что меня администрация горячего ключа пыталась подвести под статью 260 Уголовного кодекса. То есть нашли где-то неработающих, ранее осужденных, и сказали, а давайте вы дадите им показания полиции о том, что Панюшкин организовал группу черных лесорубов. Срубил деревья, группа лиц по предварительному сговору. И подвести меня под уголовную ответственность. Вот к чему стремилась администрация. Запятнать меня каким-то образом. Я это знаю откуда? Не могу сказать, но я это знаю точно. Что такие действия администрация предпринимала. Они, сотрудники администрации, в ответ на мои призывы возбудить уголовное дело против них, анонимно сообщили сведения в полицию, и полицейские занимались фабрикацией уголовного дела против меня. Отсюда я знаю, что есть вот этот вот, соответственно, закон о защите окружающей среды и уголовная статья 260, по которой вас за, казалось бы, какие-то не особо опасные деяния могут осудить по уголовной статье. Если на улице что-то вам мешает, какие-то деревья, есть 101, условно говоря, есть несколько способов, как эти растения свести. Например, тем, кто досмотрел до этого момента, подпишитесь и напишите мне комментарий. Мне любой комментарий важен, потому что я по вашим комментариям оцениваю, насколько вам заходит либо не заходит видео. Так вот, часто деревья, люди у нас в основном более-менее адекватные, и поэтому просто так не ходят по улице и не рубят деревья. Но деревья часто отрастают без должного ухода и мешают, например, проезду транспорта. Есть так называемый треугольник безопасности. Найдите в интернете, что это означает. Если очень общо, в нескольких словах, то это требования, которые предъявляются каждому перекрестку, который есть в Российской Федерации. Должна быть обеспечена минимальная видимость на перекрестке для машины или для пешеходов, которые на этот перекресток вышли. Там достаточно жесткие требования, на каком расстоянии от перекрестка, по какой траектории не должно присутствовать никаких препятствий, будь то мусорные баки, или какие-то там деревья, или кустарники. Соответственно, как только вы видите, что, допустим, какое-то дерево на перекрестке сильно разрослось, или даже на улице просто выпирает слишком на проезжую часть, ни в коем случае не берите топор или бензопилу в свои руки. Лучше делайте фотографию, записывайте видео с нескольких сторон
это его препятствие, и отправляете жалобу вместе с этими фотографиями и ссылкой на видео в ближайший отдел ГИБДД. И требуйте, чтобы ГИБДД заставила администрацию свести мешающую безопасному дорожному движению растительность. Я так делал неоднократно, множество раз. И это работает, прям реально работает. На следующий день приезжают, я в лучшем случае говорю, это достаточно быстро приезжают сотрудники эксплуатирующей организации и в соответствии с указаниями полицейских сводят эту вот мешающую растительность на перекрестке. Запомнили, треугольник безопасности, находите в интернете, что это такое, и, пользуясь этими данными, пишите жалобу. Важно, что вы можете написать жалобу о чем угодно, даже если вы ошибетесь в чем-то, в каких-то терминах, но опишите проблему, полицейские поймут, о чем вы хотели сказать, и обратятся в администрацию. И там все сделают сами. Может быть, не с первого раза. Жалоб придется написать несколько. Но в конечном итоге это будет лучше, если вы возьмете в руки топор, пойдете что-то сделаете, а какие-нибудь соседи на вас настучат. И вам будут шить вот эту 260-ю статью Уголовного кодекса. Вам это надо? Я думаю, что нет. Учитесь, пожалуйста, хотя бы на моих ошибках. Подчеркиваю, что я никогда не совершал никаких уголовно наказуемых деяний на территории Российской Федерации. Потому что, как вы могли убедиться, я изучаю законы, прежде чем действовать. Что и вам рекомендую. Но сфабриковать, как вы понимаете, в России можно любое уголовное дело. В том числе и по 260 статье. Открывайте закон о защите окружающей среды, читайте, что такое треугольник безопасности и действуйте в рамках закона. Даже когда все остальные действуют вне рамок. Старайтесь, добивайтесь того, чтобы исполняли ваши жалобы. Всем пока.